Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня я делаю мастер-класс по вязанию вот такого замечательного узора. Мастер-класс я делаю по просьбе Елены Кузнецовой. Она прислала к нам свою просьбу на канал в Telegram. Вот такая фотография из журнала 2000 года «Сандра номер 5». На модели таким узором связан джемпер из мохера. Мой образец связан из акрила. Тонкий акрил, 50 грамм, 200 метров и спицы номер 2,5. Этот узор будет смотреться изумительно из любой пряжи, если она, конечно, не фантазийная, не с шишечками, не с шибриками, никакая там не буклированная, ровная пряжа. Замечательный узор. Можно связать не только джемпер, прекрасно для детских вещей подойдет, палантин будет шикарный. В общем, узор универсальный. И узор очень легкий. Елена начинающая мастерица, и она попросила сделать видео, как вязать этот узор. Так что узор я рекомендую для начинающих. Давайте начнем. Объяснять мне тут вам нечего, я буду сразу показывать. Схема будет перед вами, как всегда. Полная схема будет в конце видео. И поехали. Раппорт узора составляет 24 петли в ширину и 28 рядов в высоту. Набираем на спице 26 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную я провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем одну изнаночную. 10 лицевых. Далее 2 изнаночных. Это центр узора. Относительно этих 2 изнаночных петель узор вяжется в зеркальном отражении. 10 лицевых. И 1 изнаночная в конце ряда. Чем замечателен этот узор еще, что в изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. Вот второй изнаночный ряд. По рисунку это значит, петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть у нас будет второй изнаночный ряд, 1 лицевая, 10 изнаночных, 2 лицевых, 10 изнаночных и 1 лицевая в конце ряда. Я такие ряды пропускаю, вы вяжете их самостоятельно. Петли вяжем по рисунку. Третий лицевой ряд. Начинаем вывязывать листья. 1 изнаночная, 6 лицевых. Далее 3 петли нам нужно провязать вместе лицевой петлей с наклоном в правую сторону. Я вяжу бабушкиными петлями, и сейчас у меня петли лежат неудобно, чтобы подхватить их все 3 сразу вместе и провязать с наклоном в правую сторону. Мне нужно эти петли развернуть. Те, кто вяжет классическим способом, разворачивать не надо. У вас и так эти петли лежат правильно. Подхватываем 3 петли и провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Видите, получается красивая косичка и удобно подхватывать петли. Далее делаем накид, 1 лицевая и делаем еще 1 накид. Затем 2 центральные изнаночные петли, делаем накид, 1 лицевая, снова делаем накид. И теперь 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Теперь мне проще. Я просто подхватываю все 3 петельки и провязываю лицевой с наклоном в левую сторону. Кто вяжет классическим способом, у вас петли лежат вот так. И
Чтобы провязать 3 вместе лицевой с наклоном вправо, снимаем одну петлю, не провязывая, затем провязываем 2 вместе лицевой и протягиваем ее через снятую петлю. Вот, мы провязали 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 6 лицевых и 1 изнаночная в конце ряда. В 4-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, и накиды мы здесь будем вязать изнаночными петлями. Я уже сказала, что изнаночные ряды вы будете вязать самостоятельно. Я их пропускаю. Вот накид вяжем изнаночный. Это я уже просто говорю для начинающих. Пятый лицевой ряд. 1 изнаночная, 4 лицевых, 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее будет лицевая, накид, лицевая, накид и еще 1 лицевая. 2 изнаночных и вяжем узор в зеркальном отображении. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее будет у нас 4 лицевых и 1 изнаночная. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. 7-й лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Далее 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. 2 изнаночных в центре и узор в зеркальном отображении. 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и 3 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда 2 лицевых, 1 изнаночная. В 8-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд. 1 изнаночная. Сразу после изнаночной петли провязываем 3 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 3 лицевых. Накид, лицевая, накид, 3 лицевых. 2 изнаночных, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых и 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 1 изнаночная в конце ряда. 10-й изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали 10 рядов. Далее внимательно смотрим на схему. 11 лицевой ряд, 12 изнаночный, 13 лицевой, 14 изнаночный, 15 лицевой и 16 изнаночный мы вяжем петли по рисунку. Мы вяжем петли точно так же, как мы вязали первый лицевой и второй изнаночный ряд. То есть все петли мы провязываем по рисунку. Давайте эти 6 рядов с 11 по 16 провяжем самостоятельно. И встретимся с вами уже в 17 лицевом ряду. Провязали самостоятельно еще 6 рядов. Всего мы провязали 16 рядов. Вот как должно получиться на данном этапе. В начале узора
у нас листья располагались с наклоном вправо и с наклоном влево относительно центра узора. Теперь, начиная с 17 ряда, мы будем вязать листья, которые будут располагаться наоборот. В первой половине лист будет с наклоном в левую сторону и во второй половине с наклоном в правую сторону. 17 лицевой ряд, 1 изнаночная, и сразу вяжем накид, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 6 лицевых. 2 изнаночных, 6 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых, 2 изнаночных и в зеркальном отображении 4 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. В конце ряда изнаночная петля. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 21 лицевой ряд, 1 изнаночная, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых и 1 изнаночная. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Двадцать третий лицевой ряд, 1 изнаночная, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 1 изнаночная. В 24 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Провязали 24 ряда. Смотрим внимательно на схему. Следующие 2 лицевых ряда и 2 изнаночных, 25 лицевой, 26 изнаночный, 27 лицевой, 28 изнаночный, мы провязываем петли по рисунку. Мы вяжем точно так же, как вязали первый и второй ряд и как вязали 6 рядов в центре узора. Давайте самостоятельно провяжем эти 4 ряда. Смотрим. Провязав самостоятельно последние 4 ряда, мы закончили раппорт узора. Провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Далее узор начинаем вязать снова с первого ряда. Посмотрите, как красиво смотрятся эти листья. Согласитесь, что узор совершенно несложный, но какой он эффектный. Как замечательно смотрится он, когда провязано много раппортов. Про эту пряжу я говорила, а здесь у меня полушерсть 50 грамм 135 метров и спицы номер 3.
Давайте скажем спасибо Елене Кузнецовой за идею мастер-класса. Я буду очень рада, если вам этот узор тоже понравился и вы его примените в своем творчестве. Ставьте лайки, если это так, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.